Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео я хочу поделиться с вами не совсем веселыми новостями, которые, к сожалению, происходят в российской государственной цирковой компании, коротко именуемой Росгосцирк, где я проработал большую часть своей жизни, а именно 23 года. Я сразу попрошу сделать максимальный репост и поделиться с друзьями этим роликом, поставить лайк или дизлайк на ваше усмотрение, а также написать в секции для комментариев ваше мнение о данном видео. Тема эта крайне важна и затрагивает вопрос о благополучии животных и многих людей. Итак, приступим. Генеральный директор федерального казенного предприятия, о котором идет речь, Сергей Григорьевич Беляков, вместе со своей командой проводит массовое сокращение штатных артистов государственной цирковой компании, ущемляя их трудовые и профессиональные интересы. При этом заключается договор с наемными артистами из других стран: из Италии, из Германии, Украины, Белоруссии и Польши. Всего лишь за один год руководство Сергея Григорьевича успел сократить около 60 номеров со штатными артистами Росгосцирка, оставив большое количество людей без работы. Большинству из них, как и мне, в принципе, приходилось покупать костюмы, реквизит, оборудование для работы, вольеры для животных и самих животных за свой счет. На моей памяти в компании были постоянные финансовые проблемы, и артисты были вынуждены самостоятельно поддерживать высокий уровень своих номеров. Но вряд ли кто-то из них догадывался, что за все эти старания будет такое вот вознаграждение. А созданные программы с участием частных иностранных артистов непрерывно гастролируют по городам России в государственных цирках, которые являются филиалами ФКП Росгосцирк. За таких нештатных артистов не нужно платить массу налогов, обеспечивать их отпусками, приобретать оборудование. Заключили договор ГПХ, поработали, руки пожали и разошлись. Никаких тебе гарантий социального страхования и стабильности. Попал в немилость к руководителю, и считай, твоя песенка спета. Остался без работы и без возможности рассчитывать на справедливость. Вот к такой вот форме тоталитарного правления идет наше нынешнее руководство. Им явно не хочется обременять себя лишними проблемами, связанными с творческой деятельностью, поднимать уровень отечественного циркового искусства и так далее. И вот тут, друзья, явно прослеживается нездоровый интерес руководства к заключению договоров на проведение гастролей с частными прокатчиками. А это, кстати, такие предприниматели с ИП «Рога и копыта», например, которые берут в аренду у государственной компании Росгосцирк их цирки и артистов. Проводят в этих цирках гастроли, прибыль оставляют себе, а компании платят определенную сумму, кто больше, а кто меньше. Я полагаю, все зависит от степени приближенности к руководству. Короче говоря, проведение государственных гастролей силами самой компании без сторонних специалистов со штатными артистами, которые приносят стопроцентную прибыль, компания Росгосцирк, руководство не ставит в приоритет. После моего незаконного увольнения из Росгосцирка, спустя 8,5 месяцев судебных споров, 28 марта 2022 года решением Никулинского районного суда города Москвы меня наконец-то восстановили во всех должностях. А месяцем ранее, 21 февраля, решением Дорогомиловского районного суда города Москвы была также восстановлена во всех номерах и должностях моя мама, заслуженная артистка России Мариса Вальтеровна Запашная. Несмотря на то, что решение суда по трудовым спорам вступает в законную силу немедленно, по состоянию на текущий момент руководство ФКП Росгосцирк, неоднократно делавшее публичные заявления о прекрасном содержании животных, соблюдении всех норм 498 федерального закона об ответственном обращении с животными, более месяца не исполняет в полной мере решение суда. И животные, участвующие в наших номерах, которые более 10 лет использовались в ФКП Росгосцирк при организации и проведении гастролей в цирках государственной компании, не поставлены на довольствие. Для справки, с 12 ноября 2021 года наши верблюды, собаки и шимпанзе содержатся за наш счет, а также на пожертвования подписчиков моего YouTube-канала, которым не безразлична судьба животных, за что я лично благодарю каждого, кто протянул руку помощи. Чем дальше я рассказываю эту историю, тем больше выявляется лицемерие и вранья со стороны руководства, между прочим, крупнейшей цирковой компании России. Стоит выделить события, произошедшее 28 марта этого года. Доверенное лицо компании ФКП Росгосцирк под протокол судебного заседания заявил, что ФКП Росгосцирк полностью содержит наших животных в Оренбургском цирке. Кстати, у меня есть аудиозапись данного утверждения. Давайте послушаем. Скажите, пожалуйста, на данный момент, сегодня у нас 28 марта 2022 года, на данный момент на чьем содержании
находятся животные, которые участвуют в данных номерах и которые включены в штатное расписание. Насколько я знаю, за счет Росгосцирка. На данный момент я суду хотел бы пояснить. Давайте сейчас. Да, от 21 февраля решение по Запашной Марицы Вальтеровны не исполнено до сих пор, которое подлежит немедленному исполнению. Собственными глазами я видел подписанные приказы восстановления на работе по трудовым по всем 3 трудовым договорам с указанием номера и даты трудового договора. Этот приказ в этот же день на следующий животные находятся на содержании работников. На сегодняшний день Росгосцирк не исполнил решение суда, который подлежит немедленному. Вы сейчас говорите о том, что они находятся на содержании Росгосцирка. Я вам поясняю, что они не находятся на содержании, находятся на содержании Марицы и Дана Запашной. Вот с такими товарищами, дорогие друзья, приходится, к несчастью, иметь дело. Чуть не забыл добавить, что согласно утвержденному штатному расписанию восстановленные номера до сих пор не укомплектованы вспомогательным персоналом, что является грубейшим нарушением правил охраны труда. Речь идет о наших помощниках, которые остались с нами, несмотря на все неприятности. За 23 года моей работы в Росгосцирке я считаю, что Сергей Григорьевич Беляков нанес колоссальный вред компании своими действиями. Репутация цирка уже ниже плинтуса, постоянное вранье, проигранные трудовые споры в судах, выкинутые на улицу животные вместе с артистами, грязные статейки в СМИ и сомнительные коммерческие договора. Перечислять противно. Сергей Григорьевич Беляков, который пока еще является генеральным директором Росгосцирка, в общении с увольняемыми артистами, для которых он работодатель, вместо обеспечения их работой заявляет: вот если вы такие хорошие артисты, то почему вас не берут на гастроли в частные коллективы? Хотите работать, ищите себе сами прокатчика, который вас возьмет на гастроли и будет платить вам заработную плату, кормить животных и так далее. Это логика для детей 1 класса. Мол, не цирк плохой, а вы бездари, раз за вами очередь нет с предложениями работы из западных или коммерческих цирков. При этом он прекрасно понимает, что артист цирка – профессия очень редкая, и в силу отсутствия в нашей стране рынка хотя бы из 10 цирковых компаний спроса на эту профессию не будет. Для справки, Росгосцирк – абсолютный монополист в России, учитывая количество цирковых зданий в своем распоряжении, находящихся на территории нашей Родины. А те независимые стационарные цирки, которых можно пересчитать как вот пальцы на одной руке, напрямую зависят от этого гиганта. Им ведь тоже нужно показывать публике разные представления. Поэтому в основном везде работают артисты Росгосцирка, цирка имени Юрия Никулина и артисты цирка с проспекта Вернадского. И понятное дело, между руководителями этих учреждений есть постоянное финансовое взаимодействие. Я неоднократно слышал от артистов про то, как Сергей Григорьевич любит рассказывать анекдот бывшим сотрудникам компании про мальчика, который, извиняюсь, обосрался, намекая тем самым о бессмысленных попытках что-либо противопоставить нынешнему положению дел. Но есть замечательная поговорка, проверенная временем: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Складывается впечатление, что Росгосцирк вовсе не государственное предприятие, а частное, судя по тому, что здесь сейчас происходит. И я вот хочу спросить у Сергея Григорьевича: если вы позиционируете себя таким крутым, эффективным и образованным управленцем, от скольких крупных государственных или частных компаний у вас есть предложение их возглавить? Насколько мне известно, таких предложений у вас нет, а значит, вы не являетесь высококвалифицированным специалистом, и по вашей же логике вас нужно уволить. Такой специалист, как вы, никому просто не нужен. А если вдруг я ошибаюсь, и вы, Сергей Григорьевич, считаете себя великолепным руководителем, то, без сомнения, вас с большим удовольствием возьмут в топ-менеджеры «Газпрома», например. Там и зарплата будет раз в 100 больше. Только есть одна проблема. Когда Дорогомиловским районным судом города Москвы в 2019 году доказывают, что твой диплом о высшем образовании недействителен, и ты, благодаря сфальсифицированному документу, занимаешь руководящие посты, ссылку, кстати, об этой крайне интересной статье я оставлю в описании к этому видео, то, как это ни прискорбно, вариантов остается немного. После школы экономическое образование я заканчивал. Красноярский институт советской торговли. Я заканчивал Красноярский институт советской торговли. Красноярский институт советской торговли. Любой вопрос. Любой. Вот у меня перед глазами интересный документ. Диплом выдан Белякову Сергею Григорьевичу, Красноярский коммерческий институт,
окончил названный институт по специальности экономика, управление предприятий, торговли и общественного питания. Все Я верно? отвечу на вопрос. Я на вопрос отвечу. Получали такой? Я в Красноярске не учился. Это же не весь вопрос, я прошу прощения. Мы делали запрос просто в этот вуз, и нам пришел ответ, что... Я в Красноярске не учился. Да, вы там не обучались. Я не Получается, учился. это диплом... Я в Красноярске не учился. Да. Я слышал об этом много раз, поэтому еще раз повторяю, что я в Красноярске не учился. Спасибо. А этот диплом не ваш? Этот диплом, я про себя читаю очень много. Возможно, ваши таланты высоко оценят где-то на стороне, а пока, пожалуйста, покиньте вместе со своей командой и так уже замученную до нельзя компанию «Росгосцирк». Может, еще удастся ее реанимировать. Я отправил письмо министру культуры Российской Федерации с подробным описанием происходящего. И мне очень хочется, чтобы Ольга Борисовна Любимова уделила особое внимание происходящему. Артистам цирка и вам, дорогие зрители, я пожелаю веры в себя даже в самых сложных ситуациях. Правда всегда сильнее лицемерия и лжи. Не забывайте про честь и достоинство, ведь монстры появляются только тогда, когда мы позволяем им быть. До скорой встречи в следующих видео. Пока!